Какие самые простые методы я знаю, как привлечь любимого человека в свою жизнь? Я тоже это хочу вам сказать. Итак, первый самый простой метод привлечь мужчину в свою жизнь, накрутить жениха. Знаем, наверное, да, как это работает. Нужно войти по горло в воду и покрутиться против часовой стрелки для женщины, по часовой стрелке для мужчины. Ничего при этом можно не представлять. Крутитесь, и мужчина придет. Можно взять бутылку, поставить ее на перекрестке. Я тоже когда-то говорил. Да, работает, да. Ставите бутылку на перекрестке. Нужно поставить бутылку, выпитую на перекрестке. И что нужно сказать? Оставляй свое одиночество. Оставляй свое одиночество, правильно. И после этого идете дальше. Говорите, оставляй свое одиночество. Выпивайте ее на перекрестке и ставите посреди перекрестка. Проверено. Проверено, все работает. Да, работает, если это делать хотя бы один раз там в неделю. Проверено работает, правда, хороший метод. Один из таких хороших методов — это журнал. Помните, я говорил, на Новый год или не на Новый год можно взять журнал, на нем написать прямо поверх объявлений, где она ищет его, написать: меня зовут Маша, там, Катя, Галя, ищу мужчину такого-то формата. То есть пишите подробно: глаза такие, волосы такие, автомобиль такой-то, и пишите дальше подробный свой адрес, фамилия такая-то, такая-то, живу по такому-то адресу. И после этого, если вы женщина, ставите или бросаете на шкаф. Если вы мужчина, куда-нибудь под шкаф. И тогда на протяжении где-то 2, 3, 5 месяцев происходит знакомство хорошее. Тоже проверено. Я погиб, ко мне приходил следователь. Тебя посадят, а ты не воруй. Сегодня ко мне женщина и говорит: Андрей Андреевич, пожалуйста, могли бы вы во время семинара сказать: у меня постоянно со двора кто-то что-то ворует. То лестницу у меня украли, то там вырос один арбуз украли, выросла одна дыня, и то украли. С обоих или там с 3 сторон мои соседи постоянно что-то воруют, я от них защититься не могу. Если какой-нибудь обряд, чтобы я на дереве повесила что-то, чтобы там после этого люди не захотели ничего воровать. Я хочу вам сказать, в эзотерике или в магии есть такое понятие, которое называется понятие того, что украсть у мага невозможно. Почему? У мага забрать невозможно. Почему? Когда человек забирает у вас что-то без спроса, он становится фактически вашим эзотерическим должником. То есть, если без спроса у вас забрали лавку или забрали без спроса вашу там стремянку, то что вы хотите получить взамен? И вы имеете на это право. То есть, вы можете сказать: пока моя лестница у тебя, твое здоровье у меня. Пока моя стремянка у тебя, твое везение у меня. Вы представляете, ты пользуешься моей стремянкой, я пользуюсь твоей удачей. А что человеку нужно? Нужно, чтобы мы были более удачливые. Вы представляете, одному человеку чуть-чуть везет и другому чуть-чуть. А теперь взяли 2 людей и одно везение соединили с другим. Будет везения больше? Конечно. Почему? Таким образом он забрал стремянку, он счастлив. Вы забрали везение, теперь вы счастливы тоже. У вас есть болячка, ее не надо отдавать. Если у вас забрали, то поменяйтесь, потому что тот, кто у вас забирает, что-то вам должен. Таким образом, если у вас кто-то что-то забрал, вы можете поменяться и забрать что-то взамен. Тем самым эзотерически, еще раз это доказывает, у человека забрать ничего нельзя, потому что тот, кто у человека забирает, называется кармическим должником, а сам обмен называется эзотерически вольтом. Таким образом, вы производите вольт или вольтаж. То есть вы делаете все для того, чтобы человек, не делаете специально, чтобы он украл. Но если он это сделал специально, то имеете право взять взамен, что захотите. Вы представляете, я бы на месте людей не воровал бы. Почему? Потому что, воруя, они могут попасть на того человека, кто может забрать самое нужное. Вот, допустим, у меня там были такие люди, которые воровали что-то у меня. Я при этом не говорил там, чтобы ты там подавился и так далее. Не подставлял одну щеку и не просил, чтобы ударили по другой. Я делал вольт. То есть я говорил: хорошо, ты забрал у меня там мое, а я забираю у тебя успех и везение. Ой, как приятно, оказывается. Вы представляете, зная или имея такие знания, человек может быть совершенно... Тебя посадят, а ты не воруй. Твой дом тюрьма. Папа! Девоченька, что делать? Сухари сушить.
Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как эзотерическим способом просто и надежно защитить квартиру от воров? И какие дни благодарно делать стрижку или красить волосы? Стрижку или красить волосы все равно когда. А вот от воров защитить квартиру можно очень несложным символом. Он выглядит вот так. Вот так выглядит символ. Если его нарисовать просто мелом на белой стене, в середине или снаружи, то у вас никогда не будет никакого воровства. И близкие не будут воровать, ни чужие не будут воровать. Одним словом, никто не будет воровать. Я даже напишу от воровства. Который сможет быстро выйти замуж. Конечно же, таких методов я знаю огромное количество. Могу такой метод посоветовать. С пятницы на субботу или с четверга на пятницу, вот прям сегодня, необходимо приобрести букет цветов. Женщина на заработанные сама деньги или свои деньги должна купить себе букет цветов. Если ей 49 лет, то погулять 49 минут. Если ей 100 лет, то погулять час. Ну и, в общем-то, гулять нужно с этим букетом не менее часа. Если букет дорогой, то муж будет богатый. Если розы или цветы длинные, то муж будет высокий. Если короткий, низкий. Если цветы пышные, мужчина будет пышным. Если цветы не пышные, мужчина будет там атлетичным, стройным и так далее. Рекомендую розы. Если розы... Нет, не рекомендую, наверное. Если розы колючие, то мужчина будет колкий. Если цветы будут мягкие, красивые, пушистые, букет будет дорогой, то это... быстро, на протяжении 1 месяца даже, ну может быть чуть-чуть дольше, приведет вас к тому, что вы очень быстро выйдете замуж. Обряд работает, я очень рекомендую его использовать, он очень эффективный, от меня вам такой подарок. Женщина создает для мужчины эмоции. Это важно жить с женщиной, которая нравится для мужчины. Важно женщине жить с тем мужчиной, который ухаживает, там, дарит подарки, как-то эмоционирует. Важно дарить подарки. Почему? Потому что даришь подарки и женщине хорошо, и тебе от этого хорошо, и ты радуешься. К чему дарят подарки? Для чего это делают? Это делают для того, чтобы быть богатым человеком. Я уже давно понял, что если я своей жене делаю хорошие, дорогие подарки, то тогда я живу богато. Понимаете? Поэтому я стараюсь постоянно делать хорошие подарки. Понимаете? Хорошие подарки, радовать близких, покупать там то, что ну вот особого значения не имеет, но зато может создать какой-то качественный, чувственный момент. Там конфетки в виде сердечек, как вчера, или там какие-то цветочки, или там какую-то открыточку, или там просто на руках поподнимать там кого-то. Понимаете? Это же все эмоции. Для кого это делаю? И для них, и для себя. Почему? А здесь есть тайна. Если у вас в семье живет 10 человек, то и даже если ребенок испытывает состояние счастья, то оно прибавляется к вашему материальному достатку на следующий день. А что делает человек? Он пришел и начинает. Ребенка одного обидел, ребенка другого обидел, если их двое. Если там их 6, каждых из 6 обидел, после этого на всех обиделся, 10 человек воспитал, поорал, вытаращив глаза, и после этого на следующий день пошел на работу. А там ни везение, ни успех, никто не хочет, никто не соглашается, ничего не покупает, куда бы ни всунули, везде ничего не прорастает. Почему? А как может быть? Почему? Особенность семьи заключается в том, что вот эту энергию нарабатывают еще и все. Поэтому старайтесь в семье с 6 до 11 эмоционировать так, чтобы и у них за счет вас появлялось состояние радости. Почему? Если они радостные, то тоже у вас будет все получаться. Подарили маме 100 рублей, и она рада лежит, правильно? Купили там кому-то какую-то тряпочку на голову, или обернули там кого-то, или там какую-то дали, я не знаю, будь что. Это очень важно. Люди не зря заметили, что если вечером все уставшие пришли, то говорят вечернее застолье. Да? Некоторые люди умудряются делать вечерние застолья. И это первое время материально помогает. Почему? Во время застолья, если умудряется никто не поругаться, а посидеть, ладно, в тепле, там, знаете, пообниматься. Если нету особо
сдвинутого человека, и все ладненько, так тепленько посидели с цветочками, с тарелочками, без выяснения обстоятельств, не накидавшись, без дискотеки, без мордобоя, что попало, да. И после этого умудрились еще и там стихи почитать или даже там на трубе поиграть, то после этого на следующий день и доход какой-то, несмотря на то, что плохо. Представляете, да? А то, что вы утром испытываете, это уже не важно. Если до обеда неплохо, то тогда вечером не забывайте снова испытывать. Итак, пишем. Великая садхана Дранатха. Что такое садхана? Садхана – это специальная практика, которую нужно выполнять какое-то количество времени. Садхана и ситхи – это качество, которое будет дано человеку в случае, если он будет выполнять данную практику. Оказывается, в нашем теле существуют специальные тайные точки, которые можно активировать, и после этого человеку начинает переть в жизни. Вы представляете? Офигеть, да? И никто об этом не знал. Теперь Дуйко расскажет, как эти точки можно активировать. Итак, данная садхана или данная ситхи активирует у человека 16 видов материальных благ. Каких? Богатство, изобильная пища, приобретение земли, недвижимости, строений. Дает славу, известность, увеличивает срок жизни, высокое социальное положение, дает ему транспортные средства, красивого супруга, красивых детей, высокие государственные положения, дает ему превосходное здоровье, дает ему радость, дает ему удовольствие в жизни и успех в торговле. Ого, 16 садхан называется. Для выполнения этой практики обычно, эта практика, она тайна, и ею пользуются определенные жрецы, которые находятся на территории Индии. Не пытайтесь найти эту практику, вы ее не найдете, ее в интернете нет. Тем не менее, когда вы начнете ей пользоваться, вы начнете улыбаться от того, насколько это эффективно работает. Итак, в свое время в Индии использовали определенное масло. Это масло делали на основе трав, которые могут создать эффект холода. Это ментол, чайное дерево. Это холодящие такие вещества. В этой практике нужно обязательно использовать эти масла, потому что именно этими маслами активируются точки. Эти точки, каждая из этих точек имеет определенное свое действие. Этих точек 8 на нашем теле, это точки включения канала фортуны. Итак, как же выполняется данная практика? Нужно купить вьетнамскую звездочку, которую я очень люблю. Вьетнам, не надо и мазать сфинктер заднего прохода от геморроя. Мы об этом уже раньше говорили. Итак, где же нужно эти точечки намазать? Итак, давайте я вам буду сейчас показывать. Итак, точечка номер 1, 4-5 сантиметров вокруг пупка. Сразу же пишите, эта точка называется точкой AIM. Итак, встав утром, намазали вокруг пупика на расстоянии 5 сантиметров. Вот такие должны быть. Я сейчас покажу, какого размера должны быть у нас. Вот такого размера у нас должны быть намазывания, поняли? Не больше. Вторая точка, ее тоже можно найти. Если вот так постукать по груди, то есть здесь связка такая, которая болезненная. Вот так вот понажимайте у себя на груди, и между костей вы найдете точку, которая болезненная. Нашли эту точку? Напишите. Есть такая точка у вас? Вот эта точка называется Ом. Ом пишем. Вторая точка на груди, мягкая точка, точка Ом. Третья точка, центр нашего лба. Вот такая большая. Как нужно намазывать? Грубо, это у меня вьетнамская звездочка. Взял вот так вот и намазал. После этого здесь намазал, после этого вокруг пупика намазал. Записали. Теперь смотрите, на втором снимке это вид сзади этого человека, а здесь вид спереди. Итак, третья точка называется шрим. Это точка, которая находится напротив горла, только сзади. Поняли? Вот так вот, если взять горло, то сзади вот вся шейка получается, эта точка. Условно можно это выразить вот таким образом. О! Видите? Эта точка называется шрим. Напротив правого соска и левого соска, напротив центра желез грудных,
только сзади. Грубо это точки под лопатками, поняли? Та точка, которая с левой стороны, называется точкой ям. Та точка, которая с правой стороны, называется точкой хум. Если от пупка отступить 2 сантиметра влево и 5 сантиметров влево и 5 сантиметров вправо, то там над почками сзади у нас на спине есть 2 точки. Ну, грубо, в поясничном отделе есть почки, вы их иногда чувствуете. Вот 2 небольших точки нужно нарисовать вьетнамской звездочкой. И эти точки звучат так. Та, которая с левой стороны, называется крим, а та, которая с правой стороны, называется пхат. Итак, а теперь, как же выполняется практика? Когда вы это намазали вьетнамской звездочкой, нужно вот что делать. Первое, сосредотачиваемся на точке, которая есть возле пупка. И после этого втягиваем вот так воздух и делаем так. После этого читаем, как она называется, задерживаем дыхание, ощущаем холод, ничего не представляем и произносим ее звук. И делаем это так. Эйм. Еще раз. Задержали воздух и снова. Эйм. И еще раз. И после этого. Эйм. После этого делаем то же самое с грудью. Ощутили здесь холод, втянули воздух через зубики и произнесли звук этой точки. Ом. И еще раз. Ом. После этого то же самое с лбом. И точно так же втянули. И произносим хрим. И еще раз. Хрим. Поняли? После этого точно так же концентрируемся на вот этом холоде, который сзади. Делаем точно так же вдох через зубы. И произносим шрим. И еще раз. Шрим. После этого с левой стороны почувствовали под лопаткой. Произнесли ям. После этого с правой стороны хум. После этого с левой стороны на почками произнесли крим. После этого с правой стороны на почки произнесли пхат. А если нет тигрового бальзама, то можно использовать любой бальзам, который может создавать элемент охлаждения на теле. Есть хороший бальзам, называется масло шалфея. Ароматическое масло шалфея. Оно создает эффект охлаждения ментола любого, чайного дерева. Это все охлаждающие масла. Лимона. Охлаждающие масла, они вот создают холодок, который у нас появляется. Звездочка в любой аптеке, но в Америке же не продается звездочка, вы что? Таким образом, как показано, будем теперь торговать. Будем теперь торговать в Америку вьетнамской звездочкой и после этого намазывать людям для открытия канала фортуны. А вы знаете, что это действительно помогает человеку и, как ни странно, этот метод работает, причем работает достаточно эффективно. Вы будете вместе со мной улыбаться, потому что действительно и деньги приходят в жизнь, и успех, знаете, очень интересно это все устроено. Я ее не практикую, в моей жизни все и так хорошо, но рекомендую тем людям, которые где-то запутались в жизни, попробуйте применять действительно точки, которые там находятся, в случае, если их охлаждать, подключают энергию фортуны, которые имеют качество холода. Андрей Андреевич, а у меня кто-то забирает мою энергию, я обычно говорю, а у вас очень много в жизни здоровья? Или много ли у вас неприятностей? Или много ли у вас болезней? Человек говорит, да, у меня много болезней, много неприятностей. Но я обычно говорю, ну так если вы нашли место, через которое у вас что-то забирают, отправьте в это место неприятности, отправьте в это место проблемы здоровья или проблемы детей. Пусть человек подавится. То есть, если уже на то пошло и кто-то что-то отбирает, ну тогда отправьте туда то, что вам не нужно. Отправьте туда каки или пошлите матом. Я когда-то говорил об этом. В случае, если в сознании возникает кто-то, кто начинает вам что-то говорить, необходимо с этим человеком или существом найти контакт и после этого выругать это существо и послать матом. Почему? Обычно это очень быстро и эффективно помогает. Ну, вот так. О негативных воздействиях. Очень часто человек начинает ощущать в своем теле то, что людям обычно присуще называть симптоматически как негативное воздействие. В этот момент, в случае, если вы можете найти это состояние, вы можете использовать ряд
корректирующих действий или физических упражнений, которые могут существенно вам улучшить ваше состояние. В случае, если у вас неприятное ощущение, оно возникает в области солнечного сплетения, живота или груди, можно обвести указательным пальцем это место, после чего представить, будто вы вытягиваете из своего тела медузу и отбрасываете на выдохе из себя. Второй вариант исполнения, ну или простой вариант метода, это в тот момент, когда вы испытываете в себе негативное состояние, старайтесь именно тем местом, где вы его испытываете, производить туда направленные глубокие, максимально глубокие вдохи и делать максимально глубокие выдохи. Очень часто люди думают, что в тот момент, когда они ощущают что-то плохое, в этот момент они теряют энергию, так как после этого происходит или появляется ощущение усталости. Так вот это можно изменить тоже. В тот момент, когда вы ощущаете, что из вас, как обычно ко мне обращаются люди и говорят: Андрей Андреевич, кто-то из меня высасывает или выкачивает энергию. Я обычно говорю: ну достаточно вам быть кроликом. В тот момент, когда вы ощущаете, что кто-то из вас достает энергию, постарайтесь этим местом эту энергию забрать в обратную сторону. То есть постарайтесь забрать энергию у того человека, как вы думаете, который влияет на вас, или тех людей, которые влияют на вас, и постарайтесь в обратную сторону забрать при помощи своего дыхания ту энергию, которую они забирают. Ведь любой поток энергии, он должен быть либо через носитель какой-либо, шланг, трубу, провод и так далее. Попытайтесь ощутить этот провод, то место, через которое произошло подключение, и постарайтесь в этот момент эту энергию в обратном направлении забрать себе. Будьте уже тем человеком, который является воин, а не тем человеком, который является любимым серым или белым кроликом. Также я считаю, что все-таки такое бывает. Это эзотерика это не отрицает, и воздействие там одного человека на другого человека на сегодняшний день хоть и мало изучено, но все-таки хотя бы как-то доказано. После этого представьте, будто она в третьем этапе находится над свечой, эта картинка. То есть потеряли ее здесь, представили ее над свечой. И представили, будто над свечой картинка эта находится, и она дотронулась к пламени свечи и взорвалась как порох. И после этого снова здесь представили над свечой и как порох. Здесь представили над свечой как порох. Одну и ту же не менее 40 минут, а то и час, а то и 6 часов, если вам трындец. То есть получается 40 минут первое. Ну, первое можете 5 минут, второе можете там 40 минут. Это проблема, которая вам сейчас мешает проблема. У вас забирают недвижимость. Можно ли это все дело убрать, чтобы не забирали? Так легко. Техника убирания пут эзотерическая. Если вы хотите выйти замуж, то вам нужно убрать путы. Каким образом убираются путы? Нужно взять разноцветные ленты или разноцветные нитки и связать себе ноги от колен до стоп. После этого взять ножницы и эти нитки разрезать так, чтобы у вас получилась одна длинная нить. После этого нужно разрезать эту нить пополам и одну часть этих нитей выбросить на одной стороне города, а вторую часть нитей выбросить на другой стороне города. После этого в течение года вы выйдете замуж. Кто не верит, можете проверить. Прикольно? Вы знаете, это работает удивительно и очень быстро. Если это правильно делать, то нужно использовать еще ко всему ваджрарный нож. Но где же вы такой найдете, правильно, ваджрарный нож? Тогда я даю новый способ, который называется ваджрарные ножницы. А это еще что такое? Возьмите обыкновенные ножницы и на эти ножницы в 2 кольца обмотайте лентами, чтобы у вас было 3 цвета лент. Это у вас будет ваджрарный, ваджрарные пумбические ножницы, от слова пумба. Таким образом, пурбические ножницы, от слова пурба.
И после того, когда вы эти ножницы возьмете и сделаете по 3 ленточки с каждой стороны и обмотаете себе ножки, скажите: я развязываю путы одиночества. И берете вот так вот, разрезаете сверху вниз от колена ниже. После этого берете и разрезаете напополам вот эти вот ниточки. После этого едете пешком. Здесь очень важно, чем больше вы на это потратите усилий, тем лучше. Я не знаю, если вы в маленьком городе, идите пешком от одного края к другому. Если вы живете в городе Киеве, то вам нужно одну часть бросить на Поздняках, а другую на Троещине. Пешком, ну нет. С рюкзаком, наверное, несколько дней путешествия. Это можно сделать и на машине, потому что, стоя в пробках, наверное, это будет долго. И таким образом, даже если вы не хотите, вы сможете выйти замуж. Таким образом убираются путы. После того, когда вы бросаете с одной стороны одни нити, а с другой стороны другие нити, сделайте так, чтобы мысленно представить, будто у вас сверху дырка над головой. Эту медитацию будете выполнять утром 5 раз, то ваша жизнь за 1 год будет абсолютно другой. Она перевернется с ног на голову. Если это делать долго, то после этого тело настраивается само на бесконечное выполнение только данной практики. Оно само, без вас потом и без вашего сознания, начинает управлять данными энергиями. Вокруг человеческого тела возникает энергия. В случае, если эта энергия затемняется, то почему происходит затемнение? Вот я нарисую человека сейчас, и вокруг него нарисую энергетический кокон. Помните, я в самом начале рассказывал о том, что существует закон Лоуренса и Максвелла, которые говорят о том, что если в середине сознания включается электрический ток, то в энергококоне завихрение. И теперь представьте, в энергетическом коконе, который является вакуум-машиной, которая должна принести что-то в вашу жизнь из совпадений из окружающего мира, да, почему эти совпадения должны произойти? Потому что здесь в энергетическом коконе должны появиться намерения. Смотрите, здесь я подумал, это мое намерение. Это намерение создает вокруг, в внешнем мире, действие, которое должно прийти в мою жизнь. Но из-за того, что человек очень часто меняет свои намерения, хочу, не хочу, хочу, как бы хочу или не хочуха, или хочу, или все-таки, или нет, позвонить ему или не позвонить, или послать, или не послать, или пойти сегодня, или нет. Ну что, взять зонтик или не взять зонтик, или взять зонтик, или не взять, или все-таки взять или не взять зонтик. Ну что, возьму его? Нет, не нужно, не буду брать, или возьму. Нет, все-таки не нужно, не буду брать, или возьму. Ну ладно, не буду брать, все, уже пошла. Это все создает намерения, которые слипаются, и за счет этого в вакууме появляется затемнение. Поняли? И ваш кокон становится тусклым. Поняли? Ваш кокон становится тусклым. Вот так часто женщина с мужчиной, она его все время хочет послать. Вот все, сегодня пошлю уже, сегодня пошлю, сегодня пошлю уже, сегодня пошлю. Вот 100% сегодня пошлю уже, 100% пошлю. Вот уже так заколебал, пошлю. Все, уже заколебал. Блин, завтра проснется, пошлю. И так 10 лет. В итоге ему ничего. А она потом приходит ко мне и говорит, мир прям не виден. Смотрите, вот здесь затемнение. Чем больше затемнений, здесь очень сильно работает энергия. Вот эти затемнения, это уже истории, поняли? Чем больше затемнений, тем истории хуже. Поняли? Смотрите, чем темнее вот это место вокруг человека, тем глубже и сложнее истории, которые должны произойти в вашей жизни. Что-нибудь понимаете, что я говорю? То есть тем страшнее истории, которые должны в вашей жизни произойти. Если вы к этим намерениям приклеиваете фантазии, чем больше фантазий и намерений, тем сложнее будут нафантазированные события. Вот откуда берутся придурки, которые не могут ничего сказать, там бегают, мекают. Вы их через призму своих фантазий и намерений в свою жизнь притянули. Вот он стоит перед вами и там пытается что-то родить, и после этого вы ничего не можете понять. Потому что это вранье, брехня, какая-то фигня. И после этого мы на это смотрим, думаем, боже мой, как он вообще появился. Не надо было здесь намечтывать так. Не надо было так намеренивать, понимаете. Что же происходит? И здесь самое интересное заключается в том, что когда человек днем
живет, то из него, из его сознания, эти намерения выходят в энергетический кокон. Но когда он засыпает, то эти намерения обратно входят в его физическое тело. Поняли? Чакры, которые создают эти намерения, или чакры переворачиваются ночью. То есть днем они работают, вот днем они работают так, что у человека белый кокон вокруг него и в середине темнота. Когда человек спит, если его просматривать, в середине в нем появляется белая энергия, а вокруг кокон становится алым или черным. Почему? Это говорит о том, что происходит сжигание, астральное сжигание вот этих программ, которые человек днем надумывает. У вас намерения, они склеиваются здесь, и потом, когда вы спите, эти намерения проходят вам в голову и сгорают в виде вами пережитых снов. Поняли, да? То есть здесь вы мечтали, а потом это все идет в виде пережитых снов во время вашего... Вот смотрите, женщина мечтает, женщина думает о мужчине, там бла-бла-бла-бла, потом легла спать, и он ей снится. Ты мне не снишься, я тебе тоже, и ничего мы сделать не можем. Почему? Нету намерений друг к другу, чувства остыли. Поняли, да? И между нами белая вьюга. Споем? Где я был? Итак, в тот момент, когда у человека происходит выделение намерений, это происходит днем. Очень часто из-за того, что намерений много, или намерения гневные, смотрите, какая мощнее энергия. Ну хорошо, хорошо. И вот такая, ах ты скотина. И дальше что мы говорим? И дальше действие, это намерение. Чтобы у тебя глаз натянулся, да? И после этого это мы, или там, ах, какая скотина, ты посмотри, как она на Мерседесе ездит, что же она там наделала, подлюка, да? И после этого вот это эмоциональное, высказанное даже мысленно намерение является вашей индивидуальной порчей. И вы ее поставили в виде намерения сами на себя. Поэтому, когда ваш сын пришел или муж пришел домой бухой, то ему нельзя было говорить, чтоб ты, падла, сдох и крови горячей напился. Почему? Потому что это все намерение, которое заставит вас потом за это пострадать. Поняли? Так мы сами себе... Смотрите, я вас сейчас научу. Мы со своим ребенком нормально живем. Мы ходим на улицу с 1 месяца. Во 2 месяц мы поехали. Угадайте, ставил ли кто-то этому ребенку защиту. Почему? Объяснить? Потому что мамочка, которая боится, что ребенка сглазит, вот она именно на него и влияет, чтобы сглазили. Понятно, да? А вот если бы она об этом не думала, то ничего бы и не было. Кто сглазил ребенка? Мама. А что нам глазить? У нас никто об этом не думал. Ну, мы даже не думали, у нас даже идей не было таких, понимаете. После этого, я думаю, когда уже скажут, чтобы им это объяснить? Нет, все промолчали. После этого все ее брали, все ее подкидывали, она нормально и спала, и там огукала, и там все что угодно делала. Почему? Женщина, связанная с кровью, вот она и наносит намеренную порчу на своего ребенка в тот момент, когда она думает, что кто-то спортит. Одели булавку, вот булавка является тем, что и будет притягивать. Поняли? Ну, что делать? Тем не менее, доля правдивости в этом всем есть. Это все намерения, которые глобально появляются в энергетическом коконе. Они склеиваются, и после этого они приводят вот к нам вот эту информацию, которая искажается за счет астрального огня. Потом появляются нами неконтролируемые последствия этого всего. И здесь вопрос, как же это все изменить-то в своей жизни так, чтобы вот эти намерения и вот это тело наше физическое и энергетическое, чтобы оно работало как в одном сигнатурном векторе, надо по-русски говорить, в одной, как бы в одной склейке, да, то есть как сделать так, чтобы это все между собой работало как нужно. Итак, для этого существует практика дыхания, о котором я сейчас вам расскажу. Чем великолепно это дыхание? Оно великолепно тем, что у человека появляется больше шансов сделать так, чтобы мысли выполнялись. Происходит элемент фортуны, везде везет. Приходят сами по себе решения, человек становится более добрее, к нему лучше начинают относиться. Представляете, сколько всего?
здоровье улучшается, а также появляется ума больше, чувств больше и денег тоже больше. И здоровья тоже больше. Класс? Когда это нужно делать? Она делается сугубо только днем. Ее нельзя делать вечером. И она делается только стоя или сидя. Ее нельзя. Как это выполняется? Делать это нужно в 2 этапа. В какие 2 этапа? Первый этап. Делаем вдох. Представляем, будто мы видим себя сбоку, и вокруг нас лампочка. Как будто мы светимся, как лампочка. Тело при этом не светится вокруг нас. Можно ли при этом смотреть на лампочку? Можно и нужно. Можно вокруг себя представлять. Смотрите, делаем вдох и представляем, будто мы как лампочка засветились. Как будто везде темно, а мы как лампочка все осветили. И делаем выдох, задержали дыхание, представили, будто у нас в голове пусто, в груди пусто, в животе пусто. Как можно представить пусто? Ну, как в покрышку смотришь от велосипеда и ничего. Сделали вдох, представили, как будто вокруг вас яркое свечение. Сделали выдох, представили, будто в середине головы пусто, груди пусто, живота пусто. После этого сделали вдох, представили вокруг себя свечение. Сделали выдох, представили, в голове пусто, в груди пусто, в животе пусто. Вот если так делать, хотя бы 3 минуты утром, то буквально за 3 месяца, ну быстрее, буквально за 2 месяца у человека происходят очень-очень хорошие изменения в жизни. Вы становитесь теми, кто очень ярко контролирует свою жизнь. То есть нет эксцессов, к вам по-другому относятся, вас начинают окружающие люди уважать, любить и так далее. Почему? Нет слепленных вот этих намерений. Представляете, они разрушаются за счет этого. Несложно. Как сделать так, чтобы быстро успокоить себя за счет уплотнения энергетического кокона или запаковывания энергетического кокона? Вы уже это знаете, наверное, да? Когда вам плохо в вашей жизни, поставьте указательный палец и обведите себя на вытянутой руке 3 раза. Вот так. На вдохе. 1, 2, 3. Вот лучше всего начинать с печени. То есть начинайте это и палец свой ставьте. Можно и так делать. Вот возле печени поставили так. Поняли? При этом представили, будто вы зажглись, как лампочка Ильича. Еще раз хочу сказать, ваше физическое тело при этом остается такого же цвета. Оно не высветляется и кожа не становится ярче. Поняли? Только вокруг нас. И делаем так. 1, 2, 3. И делаем выдох. И после этого запечатываем его вот так. Ом махум хахохри, 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 ом махум хахохри. И делаем вдох, и делаем выдох. Если у вас плохое настроение и вас одолевает психическое состояние нехорошее, паническая атака, депрессивные, суицидные проявления, беспокойство и так далее, то когда бы вы, или вы поругались с кем-то, сделайте, как я вас научил. 1, 2, 3 и запечатайте себя. Ровно 10 секунд, и ты становишься, как всегда, нормальным человеком. Если у вас появляются суицидальные, нервные, панические атаки, депрессивные эпизоды, панические эпизоды, я не знаю, как дальше говорить. То есть все, что может вызвать ваш дискомфорт чувственный, душевный, будь то там денег не хватает, хватает, я не знаю, что-то вот, что в жизни происходит. Или поругались с кем-то, не можете успокоиться, или думаете о чем-то и не можете успокоиться. Вам можно это все очень быстро прекратить, если вы указательным пальцем правой руки обведете 3 раза себя, соединив круг. Соединив круг. Смотрите, не вот так, а вот так. 1, 2, 3. Энергетический кокон вокруг нас находится, а пальцем мы выравниваем его плотность. Поняли? 1, 2, 3. Делаю выдох. После этого делаю запечатывание, подобно тому, как я запечатывал свою квартиру. Ом ахум хахохри, ом ахум хахохри, ом ахум хахохри, ом ахум хахри, ом ахум хахри, ом ахум хри. После этого делаю вдох и выдох. Итак, первое. Обвели себя указательным пальцем правой руки. На вдохе 3 раза.
На вдохе 3 раза. Здесь сразу же вопрос, по часовой, против, все равно. Начиная с печени. Да, лучше всего это начинать с района печени. То есть указательный палец правой руки, он должен выходить, находясь или иметь движение от печени вперед. Можно это вот так. Раз, два, три. И делаем выдох. То есть это на уровне печени. Почему? Потому что больше всего в жизни человека энергетический кокон разрывается из-за злости, которая формирует печень. Представляете? Из-за нее, родной. Да. И запечатать. После того, когда вы обвели 3 раза, сделали выдох, после этого делаете вдох и с 6 сторон запечатываете свой кокон при помощи слов. Ом ахум хахохри. Это не обязательно делать вот так. Это можно так. Даже чтобы никто не замечал. Поняли? Ну и что? Ом ахум хахохри. Итак, утром проснулись, обвели себя. Итак, первое, что вы утром сделали, встали, подышали. Ой, ой, да. То есть сделали так. Вокруг белое, в середине темное. Вокруг белое, в середине темное. В голове, в груди, в животе. Вокруг белое, в середине темное. После этого переходим к запечатыванию. Раз, два, три. Махум хахрем, махум хахрем, махум хахрем, махум хахрем, махум хахрем, махум хахрем. И слили воду на бачке. И слили. И после этого слили воду на бачки и вышли. Смотрите, долго, это много заняло времени. А так полезное с приятным, видите сразу. И никто не видел особо, да. И после этого, надо же, у мамы везде получается. Там что ни купит, все продается, везде везет. Почему? У мамы намерения сразу же срабатывают. Или у нашей там жены и еще у кого-то. Существует ли магия ниток? Да, магия ниток существует. Если у вас есть какая-нибудь проблема, можно навязать ниток на большую веревку и сидеть каждый день и говорить, там, подписать договор, развязывать узел, снова подписать договор, развязали узел, подписать договор, развязали узел, подписать договор, развязали. Дальше, как забеременеть? Берете веревку и говорите, скоро я забеременею, первый узел завязали, скоро я забеременею, второй, скоро я забеременею, третий. И так, чем больше узлов, тем лучше. Главное, чтобы узел на узел не завязывался. После этого кладете, если вы женщина, себе в ноги, если вы мужчина, в голову. Все, после этого обязательно быстро забеременеете. Итак, для того, чтобы быстро привлечь клиентов в свой бизнес, представляйте, будто у вас на голове шар в полумесяце, и на вдохе и на выдохе произносите слог «хав». Клиентов будет много. Легко? Вот, видите? Если вам необходимо найти информацию, которую я быстро очень проговорил, вам необходимо потом пролистать данное видео, остановиться на том месте, где я об этом говорил, и тихонечко себе ручкой записать. Я желаю вам успеха, до свидания, приходите завтра на Сангая. Все, конец. Спасибо. Ура. И натуральные камни притягивают удачу. Итак, если вы хотите, чтобы вы были всегда молодыми и красивыми, носите рубины. Если вы хотите всегда быть, есть рубины темные, красные, есть рубины светло-красные, малиновые. Если вы хотите быть долго молодой, долго красивой и худой, носите светлые, малиновые рубины. Их найти очень сложно. Если вы будете носить темные, красные рубины, то тогда вы будете очень долго хорошо себя чувствовать, и на вас влияния негативного не будет. Также красные рубины привлекают в жизнь материальное благополучие. Это только для женщин. Мужчины не должны носить красные камни. Почему? Это приводит мужчин к импотенции. Ужас какой, представляете? К импотенции. Что увеличивает
что увеличивает мужскую силу мужчины, а также силу ума и так далее. Мужчине нужно носить золото, причем чем больше, тем лучше. Не напрасно, когда мужчина одевает на себя золото, он почему-то очень притягивает взгляды женщин, а также женщины начинают обращать на такого мужчину внимание. Почему? Это не связано со стоимостью золота, это связано с качеством энергии, потому что энергия золота – это мужская энергия, она очень притягивает в жизнь мужчины, любовь, материальное благополучие и так далее. Мужчины, советую, носите золото. Дальше, женщины, нужно ли носить серебро? Нет. Женщине нужно носить белое золото, потому что за счет белого золота женщина становится умнее, красивее. Золото для людей создано. Если человек носит толстое серебро, он становится мнительным, подозрительным, внутренне жестоким, может быть, немножечко переживательным и так далее. Но я не противник. У нас там был семинар, который называется «Магия денег». Ребята, вы, наверное, уже поняли, что магия настоящая, она начинается как раз с того момента, когда у человека появляется в самом начале знание, каким образом можно трансформировать свою психику для того, чтобы энергия денег все-таки попадала в жизнь человека. Как это происходит? Ну, в обыкновенной жизни это происходит приблизительно так. Боже, чем же заплатить за квартиру? Я начал думать, когда я проснулся утром. Боже, чем заплатить за квартиру? И нужно ребенку деньги дать, и нужно еще там за что-то дать, и моей жене нужно дать, и всем нужно дать окружающим. И так сложно, всем нужно давать. В этот момент вы испытываете состояние страдания. В этот момент выходит из вас энергия, которая связана с энергией страдания. Если вы верите в Бога, где-то это устроено так. Энергия божественного плана видит, что вам плохо, и полностью убирает у вас поток этой энергии. Таким образом у вас обрывается поток энергии денег, и вы их после этого уже никогда не увидите. Нет денег, нет страданий, так думает божественная энергия, или так она ощущает. На самом деле, если вы каким-то образом вы умудрились пройти мою ступень школы Кайлас номер 1 или систему магия денег в виде видеозаписи, то тогда бы вы знали, каким образом нужно трансформировать это все и изменять состояние негатива по отношению к энергии денег на состояние позитива. Потому что если вы будете тратить свое время на то, что начнете читать мантры, которые связаны с деньгами, а также проводить церемонии или обряды, то у вас будет прямо противоположный эффект. Потому что в самом начале нужно изменить свое отношение к этим деньгам и знать, как правильно это делать. Очень часто человек сталкивается с тем, женщина или мужчина, с тем, что они не могут что-либо продать, а также выйти замуж. Я считаю, что причина первого и второго от того, что человек не может продать что-то или выйти замуж, связана с одной первопричиной. Это первопричина того, что человек недополучил или вещь недополучила свою любовь или недополучила свою ласку. Скорее всего, правильное слово не любовь, а ласка. Что необходимо сделать? Вот смотрите, вам необходимо продать, допустим, какой-нибудь предмет. Он получил ненависть, потому что когда человек говорит, ну не могу его продать, то скорее всего первопричиной того, что он не может продаться, является проявление ненависти к тому, что ты не можешь продавать. Как сделать так, чтобы магазин перестал продавать? Начните ненавидеть вход, вещи, людей, которые там находятся, товар, который находится. Это говорит о том, что вам надоело. Это все недополучает ласку, и после этого это никому не нужно. Точно так же и женщина или мужчина, они говорят, я никому не нужна, кому я нужна, такая некрасивая, да у меня и это не так. То есть она недополучила ласку. А теперь ответьте на вопрос, что необходимо дать? Вот смотрите, у меня, допустим, есть колокольчик, он у меня не продается. Что я начинаю делать? Я беру его в руки и говорю, ты мой хороший, и у тебя такой вот в середине язычок красивый, и такая ваджечка красивая, и такой весь беленький, и такой вот хороший, так мне нравится. Ты мое солнышко золотое, ты мой ласковый, ты так красиво звонишь, на тебя так приятно смотреть, ты такой у меня замечательный. Ай, какой красивый колокольчик, ай, какой красивый колокольчик. Скажите, после этого он продастся? Да вы его уже хотите купить, он красивее, по-моему, даже стал.
А к себе то же самое. Утром просыпаетесь и начинаете себя смотреть. Ой, какие пальчики хорошие, и ты моя ласточка, и ты мое золото, и ты моя родная, и волосики у тебя красивые, и ты моя золотая. Идете так, ай, ты такая красивая, такая хорошая, ой, такая добрая. Представляете, такой вот очень несложный метод, скорее всего, очень быстро поможет вам что-либо продать и быстро выйти замуж. Если это делать несколько раз, то вы увидите эффект, и этот эффект будет налицо, и он будет очень быстрый и очень мгновенный. Очень рекомендую. Так, самый простой способ обрести суженого, но не ряженого, это купить журнал «Она ищет его», «Он ищет ее», «Огонек» за 1981 год, шутка, или там какую-либо газету или журнал, там, в котором есть объявление «Она ищет его» или «Он ищет ее». Не имеет значения, это ваш город, или это город там, в Бурятии, или еще где-либо, или это английский журнал, любое выпускное издание. Желательно современное и желательно то, которое издано не старее 1 года назад. После этого на объявлениях, там где написано «Она ищет его» или «Он ищет ее», нужно написать фломастером подробное свое описание. Меня зовут Маша, я живу, мой адрес такой-то, такой-то, ищу там такого-то, такого-то. И пишите, не стесняясь, делайте вот таких надписей не менее 3 на одной странице. Пишите обязательно свой адрес и свой номер телефона. После этого эту газету кладете сверху на шкаф. Если вы женщина, на шкаф, а если вы мужчина, под шкаф. Таким образом у вас и после этого ждете на протяжении 1 года. Итак, для того, чтобы деньги отдали, что-то должно повлиять на этого человека. И тут стоит вопрос, а что же может повлиять на человека, который не хочет отдавать деньги? Единственное, что может заставить человека отдать деньги, это то, что его начнет мучить совесть. Поэтому вы можете взывать только к совести. Как это сделать? Могу рассказать. Итак, для того, чтобы человека мучила совесть, вы должны представить, будто вы этого человека садите в зеркальный термос. И куда он не смотрит, всюду видит себя в отражении этого зеркального термоса. И делать это нужно с открытыми глазами. Поняли, да? С открытыми глазами. Сейчас скажу. Кипятком заливаем. Вот это, что вы сейчас сказали, называется уже черная магия, поняли? Это уже проклятие с нанесением телесных повреждений человеку. Не надо, не надо, не надо. Это нехорошо, жестоко. Серьезно, вы можете разрушить судьбу человека. Особенность заключается в том, что вы все равно узнаете, что вы ее разрушили, и вам все вернется. Так я же сейчас, вы же дослушайте. Итак, не нужно воду никакую горячую заливать, вот это да. Смолой тоже не нужно там заливать ничего. Это уже все элементы черной магии. Мы оставляем человека в термосе и произносим как бы сверху ему в термос. Говорим, будешь сидеть в термосе до того момента, пока полностью не вернешь деньги и произносите свою фамилию, имя, отчество. Там Татьяне Владимировне Смирновой. Почему? Он, возможно, просто имеет много долгов, и ему нужно вспоминать, что он именно вам должен эти деньги. В тот момент, когда посадили человека, говорите, будешь сидеть в этом термосе или будешь сидеть в зеркальной бутылке до того момента, пока не отдашь Татьяне Владимировне Петровой все деньги до последнего, все, что взял. И после этого представляете, как термос закрыли, но свет в термосе горит, не выключайте. Данная программа работает так, что она разваливается каждые 6 часов. То есть 6 часов человека мучает совесть, спустя 6 часов не мучает. Понятно, да? Смотрите, через 6 часов еще раз представляйте, 6 часов еще раз представляйте. Что я вам хочу сказать? Это очень болезненно.
То есть человек начинает мучиться, его прям безумно, тяжело мучает совесть, он не может ничего сделать, и сначала он не находит причину, и после этого ему хочется очень сильно напиться. Потому что справиться с совестью возможно, если выпить. Но поверьте, когда он выпивает и после этого просыпается, то первые мысли его будут о вас, еще хуже становится. Да, не пьющий, значит быстро, да. Да, если заказчик не оплачивает работу, считается должником. Да, если заказчик не оплачивает работу, тоже садите. Пока не оплатишь мне полностью работу. Имя не нужно называть, нужно его представлять. На ночь делать нельзя, делать закрытыми глазами нельзя. Поняли? Ничего не импровизируйте, это все потом может очень плохо кашлянуться в вашу сторону. Нет, на ночь нельзя. Нельзя. Делать днем. Открытые глаза. Делается, чтобы вы понимали, любые эзотерические практики не делаются долго. Здесь тщательность вредит. Потому что то, что вы долго сосредотачиваетесь, включает у вас израсходование психической энергии. Это делается чем быстрее, тем лучше. Вот я почесался, сосредоточился, да? Ой, вспышка появилась, там уже бутылка. Вспышка, в бутылке человек. Я его лицо увидел, он там стоит. Ага. После этого говорю, все, будешь там сидеть. Закрыл его, все. Сделал вдох и выдох. Конец. А когда отдам, надо выпускать? Нет. Закрывать надо. И делать, это вот делается быстро, быстро, поняли? Это не делается так. Так, бутылка большая. Так, как смотреть? Слева, справа. Я захожу в большой дом, дворец, там бутылка, в бутылку заглянул, там никого нет. Так, где он находится? Дома. Беру его из дома, сажу его в бутылку. Так нельзя, все, уже не выполняйте. Блицкриг был быстро. Помните, я говорил, гвоздь медленно загонять, нужны усилия. Гвоздь быстро загнать можно. Таким образом, вы расходуете психическую энергию первые 3, 4, 5 секунд. Вы должны успеть это сделать за 5 секунд. 5 секунд, поняли? Если 5 секунд прошло и вы не сделали вообще, все, вы уже дальше не продолжаете. То есть это вот так. Оно делается, вот смотрите, сколько времени уходит на то, что я сделаю так руками. Вот оно так и делается, все. В бутылке, я ее закрываю, говорю, все, будешь сидеть. Поняли? Вот так это делается, прям так. Это тогда удар психической энергии, потому что иначе это просто толчок мягкий. То есть если это удар, то это тогда точно лузой в бильярдный шар и в дырку, поняли? Потому что когда... А так не будет, просто возьмите, поставьте бильярдный кий рядом с бильярдным шаром и медленно толкайте его в лузу. Ничего не будет, вы его не запихнете в жизни. Кто-то пробовал? Так вот так быстрее можно ввести, чем медленно его туда толкать. Потому что оно в одну сторону, в другую, в третью, вверх там. Ваша проблема заключается в том, что вы начинаете мечтать. Это вас не должно касаться. Вы еще не знаете, что должно произойти, но уже начинаете строить программы. Да. Что с вами? Научитесь жить сейчас, потому что вы еще не начали ничего делать, и уже начинается построение ментальных сетей, которые уже фактически программу закрывают. Пусть вас это не заботит. Сопьется, не сопьется, главное, чтобы он отдал деньги. Он не сопьется, поверьте мне, не сопьется. Если человек до 40 лет не спился, то после 40 уже за счет вашего долга точно не сопьется. Когда руки возле вас, таким образом эти органы закрыты. Когда от вас, этим образом органы открываются. Как я делаю технику? Открываю сердце. Понятно, да? Теперь... Теперь легкие. Что можно при этом представлять? Как будто дым идет. Как будто из органов идет дым. Можно ли ускорять? Конечно. Более глубокие паттерны, понимаете, что такое паттерн? То есть более глубокие переживания, они находятся в середине органа.
А более современные переживания, они находятся на поверхности органа. Поэтому нужно делать так. Правильное выполнение практики или техники медитационной, это выполнение техники стоя или сидя. Выполняется она с руками или без нет, ну или без, но выполняется так. Я это делаю обычно так. После этого ускоряю. После этого ускоряю. После этого. Понятно? После этого в конце я начинаю выкрикивать запертую эмоцию. Ха! Понимаете, да? Таким образом я прохожу все паттерны, включая запертые слезы в самом конце при помощи выкрика. Понятно, да? Ну, конечно, понятно. Итак, ха, ху, сы, чу, чи. В самом конце вот так делаю. Понятно? Можно ли это делать сидя? Можно сидя делать. После этого. А поскольку раз? Вот не имеет значения. В этот момент часто включается элемент, который называется элементом головокружения. Что такое головокружение? Элемент головокружения – это элемент отключения вашего сознания, чтобы оно не мешало, и элемент получения огромного количества энергии из внешнего мира вашим энергетическим телом. Если голова кружится, наоборот радуйтесь, потому что это возможность получить на шару энергии. Вы таким образом выздоравливаете. На первой ступени в школе Кайлас я когда-то рассказывал о методе золотой фольги. О нем можно почитать внимательно на моем семинаре, вернее на моем сайте duiko.guru, прямо написать метод золотой фольги. Там я рассказываю, что в тот момент, когда у человека появляется состояние панических атак или депрессивных эпизодов, он может идентифицировать то место, где у него это появляется, и представить, будто это место, как будто сжатая фольга. Обычно идентифицируется это в 3 местах: на уровне живота, на уровне груди и в голове. И в тот момент, когда у вас это появляется, необходимо представить фольгу и ее разровнять, потренировавшись предварительно на фольге, которую сжал кто-то, и взять, допустим, или вы сжали фольгу, и ее карандашиком или ручкой разровняли. Также представляете, будто вы разровняли на животе, на уровне груди или где-то на голове. Еще очень хороший метод есть. Этот метод, он звучит так. В том месте, где вы испытываете состояние панической атаки и депрессивного эпизода, в этом месте вы должны представить, будто в эти места заходит и заливается золотистая солнечная энергия. Но не дальше тех мест, где появлялась эта паническая атака. Таким образом, вы сможете помочь себе. Еще раз хочу сказать, я не сказал слова, что нужно себя полностью заполнять золотистой энергией. Я этого не сказал. Скажите, кто это слышал, что я это сказал? Я этого не говорил, никто не слышал. Значит, этого делать нельзя. То есть я еще раз хочу сказать, я не советовал и не советую заполнять себя золотистой солнечной энергией. Я еще раз хочу сказать, что в том месте, где у человека появляется ощущение панической атаки или депрессивного эпизода, человек диагностирует или ассоциирует это место, где больше всего он это чувствует, с пустотой, и эту пустоту заливает солнечной энергией или представляет, будто в этом месте появляется солнечная энергия. И не распространяет это на расстоянии своего тела. Делая это, можно очень быстро избавиться от нервных состояний, а также панических атак и депрессивных эпизодов. Не должен, никто никому ничем не обязан вообще. Если вы будете говорить, я кому-то чем-то должен, я должен этой стране, забудьте, эта страна давно уже вас имела в виду. Вы можете быть должны, обязаны только тем людям, которых вы искренне любите и обожаете. Да, если вы искренне любите человека, тогда вы можете быть ему обязанным этому ребенку. А если вы не любите этого ребенка, тогда вы можете быть не обязанным этому ребенку. Но вы страну любите? Ну, ребята, ну за что ее любить? Она вам что, дала возможность хорошего обучения, дала вам хорошую медицину или не имеет вас хвосты в гриве? Я сейчас вам хочу сказать, что звук ху – это звук, который убивает состояние беспокойства, а также состояние того, что вы либо кому-либо, чем-либо обязаны.
В тот момент, когда у вас есть много долгов, помните, это все будет у вас вызывать состояние беспокойства. Как же убирать состояние беспокойства? Ребята, словом хуй. Пошли. Серьезно. Пошли. Это вот для чего это слово придумали. Да, говорить. Вам говорят, ты мне должен. Говоришь, не можете отдать, так и говорите, я не смогу тебе отдать деньги. Ты бы хотел наверняка, чтобы я тебе соврал и сказал, я отдам тебе деньги. Но я не смогу, мне нечем отдать. После этого, ну а когда? Ты что, не слышишь? Я их тебе не отдам в априори. Я тебя отправлю в лес. Да ты задолбал уже, делай хоть что-то или отвали. Или иди. И после этого, не выключая телефон, говорите, есть какие-то вопросы? Есть, я приеду, бить тебя в морду. Уже дай мне в морду и отстань. Значит, вы получили в морду за отдачу долга. После этого говорите, ну если это будет в счет моей отдачи долга, тогда дай мне в морду. То есть это очень удобно получить в морду, если должен 100 тысяч баксов. Не убьют за 100 тысяч. Ни хрена не убьют. Отдавать. Ни хрена не убьют, кто же отдавать будет, послушайте. Наоборот, если 100 тысяч должны, возьмите еще 100, чтобы поставили охрану, и вы захотели их отдать. Понимаете? Так жизнь устроена. А себе утром говорите, скоро у меня будет столько денег, что я отдам 100 тысяч долларов в долг. Тогда это уже цель, и это начнет проявляться. Не, ой, как мне отдать, ой, как мне отдать. Где тут цель? Где тут цель? Нет цели, не отдадите.